Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Что мы сегодня будем делать? На самом деле, не знаю, плана у меня никакого нету, хотя на самом деле нет, вру, у меня есть. Я тут вижу два легендарных воина. Аптечки, конечно, священника нету, это жалко, но тут есть жезл Киры и есть сумка Пандемена. Короче, я хочу попробовать собрать чистокровных воинов. Тут еще есть и берсерк. В общем, ребят, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и, соответственно, хорошего вам дня. Ну и по стандарту, ребят, кто на меня еще не подписался, подписываемся. Кто лайк еще не прожал, то прямо сейчас тыкаешь свой лайк. А кто не подписан еще на мой телеграм-канал, то тоже подписываемся. Потому что, ребят, во-первых, идет турнир. Меня на него разработчики пригласили, будут промокоды, будет все очень вкусно, все будет шикарно. И, соответственно, я буду его комментировать. Поэтому всех жду, милости прошу. Вот. И кто может, соответственно, стать спонсором, то в комментариях будет закрепленное сообщение на ссылочку для перехода, чтобы стать спонсором. Огромнейшее спасибо, ребят, за поддержку заранее вам. Ну, а теперь давайте погрузимся. Почему конкретно я хочу записать воинов? Ну, на воинах на самом деле сейчас довольно-таки приятно играть из-за того, что воинов мало что контрит. То есть контрит в основном это магический урон, чистый урон. Ну, короче, магический и чистый урон. Вот эти вот два аспекта, которые контрят. И все, в принципе. А так, воины, на самом деле, если вам хорошо приходят, тут мне, на самом деле, сейчас довольно-таки неплохо пришло. Но я бетика собирать не буду. Он, к сожалению, не тащит. Вот. Так, ну, по предметам сейчас, секундочку, расскажу по воинам. Подожди, мне нужно подумать по поводу своих предметов. На самом деле, мы можем даже попробовать стартануть не через воинов, а через гоблинов, мехов, если они, конечно, будут идти сейчас. Пу-пу-пу. И вот знаете, как я бы хотел сыграть на воинах? Я не хочу играть на воинах через волшебников. Я хочу играть на воинов через чистых воинов. То есть собрать чистых 9 воинов. Даже можно 10. Самый главный предмет, который мне будет необходим по игре, это все-таки кираса 5-го тира. И вот тут вот такая есть загвоздка, почему именно я не особо люблю чистокровных 9 воинов. Все на самом деле максимально просто. Все это все из-за того, что если вдруг чего, и там соберется чистый урон, то вариативности перестроиться становится сразу минимум. То есть, допустим, там против вас противник просто находит перчатку 5-го тира, все. Вас просто будут разрывать без шансов эти воины. И это печально. Грустно, печально. Ну да ладно. Есть еще, конечно, метовая Марси, которая может спокойно перестроиться в 4 кунг-фу, 6 эльфов, либо же 4 кунг-фу, 4 духа, 4 чернокнижника. Ну там надо в этой ситуации, соответственно, смотреть. Но, короче, она может это сделать, и это нужно понимать. Вот это у меня Тинкер вернулся только что. На самом деле, если он не вернулся, то вряд ли бы я так смог только что его забрать. Но это было эпично. Мне нравится. Мне пока что все нравится. На самом деле, типа, тут есть жезл Кира. Жезл Кира. И если честно, мне бы хотелось попробовать через этот жезл Киры поиграть. Не знаю, стоит ли пробовать или не стоит пробовать. Ну, я пока что, кстати, в лустрик встану, потому что у моих противников стол намного поярче. Там уже и Марс, и Хускара нашли. Короче, неприятно там понаходили, ребятки. Кристалл маны сейчас плюс 50 закидываю в жреца тролля, чтобы он сразу закастовал свой щит и не тянул время. То есть у него как только 50% хп станет, он сразу закастует свой щит и все. И ты чилишь, просто чилишь. Просто будешь на чили, на расслабоне. Кстати, фуриончик, хотя может, не знаю, я фуриончика вроде как хочу оставить до 10-го раунда, пока жезл Кира мне не упадет. А если мне упадет жезл Кира, то, соответственно, с помощью фуриончика я смогу себе сделать отличнейшую, хотя не, ладно, я лучше в экономику сразу выйду. Чем быстрее я выйду в 50 монет, тем будет лучше. Ну и тут, короче, я решил сейчас воинов распродать. Я об этом не говорил, но я думаю, по моим действиям вы все это увидели. Я решил воинов сейчас распродать. Я подожду все-таки 10-й раунд. И от 10-го раунда буду уже отталкиваться. Сейчас пока что играю через лустрик. Возможно, я в действительности сыграю через гоблинов-мехов ранних. Потом тупо пойду в уровень, а потом тупо буду перестраиваться, соответственно, в воинов. И там я буду находить себе берсерка, может, Свена, горного вождя.
Ну, короче, как-то так. Короче, посмотрим. Вот посмотрим. Так вот, я не рассказал дальше по поводу воинов. На воинах сейчас довольно-таки просто играть. Много от тебя чего не требует. Драконов ты почти не увидишь. Хоть там и драконий рог бафнули, и теперь она дает синергию драконов. Но все равно магов ты почти не увидишь. А даже если ты увидишь магов, то магов довольно-таки просто контрить. Элементарно, если ты нашел тот же самый шар бездны, у тебя есть стильный керри, то ты будешь жировать. Жировать будешь по полной программе. Блин, не Марси пришла, она моя любимица. Жалко то, что она стала прям лютой метой. И из-за этого, знаете, вот когда... Я обожаю, вот давайте кратко, я вам скажу. Я обожаю играть на Марсе. Обожал еще до того момента, когда она стала метовым героем. Я прям кайфовал на Марсе. Я любил ее реализовывать во всяких разнообразных сборках. Гриттеры, эльфы, кунг-фу, звери. Короче, я любил ее реализовывать на 200%. То есть у меня прям глаза горели. Ну, а теперь, когда она стала метой, а у меня есть такая тема, то, что я играю на контент, думаю, тут все и так прекрасно это знают, мне не хочется на ней играть принципиально, потому что она сейчас метовый персонаж. А играть на метовых персонажах, ну, извините меня, это очень легко. Очень легко, ума не требует. Ну, ладно, чуть-чуть ума все-таки требуется, но на самом деле, даже если ты не шаришь по сборке, ты тупо вот на ней играешь и кайфуешь. То же самое касается сейчас и эгиды, которая, извините меня, появляется почти чуть ли не в каждой игре. На самом деле я ее так распиарил, что она в действительности теперь в каждой игре появляется. Тут я немножечко беру вину на себя. И я, кстати, ж почитал предыдущие комментарии под ролик, там, где я на нефритовом генерале играл, там, где я выбрал предмет шар бездны, мне упали двойные клыки. Я этот ролик, мини, скинул разработчикам. Вот когда они меня пригласили, соответственно, на турнир, я им скинул вот этот вот мини-ролик короткий. Вот и посмотрим, что они ответят на этот счет. Я уверен, какую-то дичь ответят. Ну, иначе и быть не может. Это же разработчики. Ты что, у них же свой игровой эксперт. Он говорит, что у них все в порядке. А ну, кстати, я его сейчас заберу. Но по идее я сейчас сделал все красиво. Я его должен забрать. Во, щиточек активировался. Оп, хп неумолимо танет. Тает, точнее. Прикиньте, я походу его не заберу. Да, прикиньте. Да, я ему больше хп сношу, прикиньте. Обидно. Я так надеялся, что я поиграю через лустрик. Я прям надеялся. Ладно. Опа, у нас тут общительное лобби появилось, да? Че он к Карагалику пристал, я сейчас не понял. За что он его так? Не, ну там у Рогалика, конечно, тоже серьезный стол. Но меня больше смущает первое место. Там воин, там Хускар, там нормальный такой типочек, заряженный. Вот. Дико надеюсь, что мне сейчас повезет с реликвией. Дико надеюсь. Да, у нас, короче, будет здесь общительное лобби, будет весело. Эх, ладно. Ну, посмотрим. Я надеюсь, у меня получится реализовать то, что я хочу. Ну, как обычно это бывает, знаете. То, что ты хочешь, оно не реализуется. А вот то, что ты не хочешь, реализуется как два пальца об асфальт. Но я буду верить, потому что это единственное, что как бы меня сейчас мотивирует. Там просто чел нормально так в чат выписывает. Не знаю, что он ему сделал. Но он ему что-то сделал. Наверное, два друга сидят и все. Не, ну там Рахалик без денег сидит, конечно. У него хороший стол, но будет ли от этого импакт, это мы еще посмотрим. На первом месте чел уже с 6 винстриком. Ну, нормально чилится, нормально. Итак, ребят, все вместе сейчас держим за меня кулачки. Вот так вот держим прям. Давайте. Жезл Кира, либо сумка Пандамена. Лучше жезл Кира. Давай, я специально деньги копил и не тратил на уровень. Давай, жезл Кира. Давай. Давай! Да добивайте их уже. Давай, ракеты в бой, погнали. Давай. Дай мне жезл Киры. Давай. О, жир. Вот это я понимаю жир. Поехали.
Так, Марс. Так, обязательно берем вот этих молодых горячих. Грима по-любому берем, потому что это пойдет под ШД. Кстати, классно, я друида продал. Мгм. О, усиление сюда. Так, я, если что, сейчас распродам вот этих вот всех воинов. Блин, мне не только воинов надо распродавать. Ладно, вот так. Вот так. Ладно, надо было агра все-таки оставить. Короче, мало времени у меня было. Сейчас я по-любому должен проиграть раунд. У меня чисто мало времени было. Ничего страшного. Вообще, я сейчас агра продам. Мне нужен грим в 3 звезды. Мне нужен ШД в 3 звезды. И я буду собирать себе Тинкера, БХ. БХ я буду по той лишь причине собирать, потому что это мои денежки. Ну чё, опа, там винстрик сбили чувачку. Понял, принял. Это был мой винстрик, но его сбил рогалик, на которого наезжают тут. Да дай мне уже друида, пожалуйста. Я понимаю, что я его продал, но дай мне друида. Не жлобись. Ладно, короче, продаю пока что инчу. Вот, на самом деле, прикиньте на мгновение, если бы у меня сейчас был бы друид, сколько бы я денег сейчас получил. Я бы каждую инчу покупал бы, апал, и получал бы за это денежку. Ну, а ну. О, так я еще и нормально хп с баночек восстановил. Было 84, ой, было 74, стало 87, то есть 14 хп я восстановил. Кстати, там чел тоже играет сейчас через жезлкиры. Это неприятно, это печально. Это неприятно вообще, потому что он весь мой план сейчас рушит. Но я надеюсь, то, что я соберу намного быстрее, чем он. Друида дай. Я говорю, друида дай. Да ничего, друида мне надо. Ах ты ж нехороший человек. Так, подожди, я могу сейчас через яйцо собрать Клокверка. Я его, конечно, не особо хочу, но мне надо освободить место, поэтому я его собираю. Поэтому я его собираю. БХ буду ставить на столе, пока что не реализую. То есть мне нужно, чтобы БХ кого-нибудь добил, я получил за него по 3 монетки. То есть у меня сейчас 2 БХ стоит, которые не получили по 3 монетки за убийство. И, соответственно, сейчас, если они кого-то добьют, я получу 3 монетки. Это максимально выгодно, и я это буду, ну, пока есть возможность, по максимуму реализовывать. Вот первые 3 монетки сюда. Надо будет сейчас проверить, по-моему... А, не, я не получил еще одни монетки. Ну и ладно. Больно-то и хотелось. Не получил и не получил. Кстати, резак. Ладно, БХ продам, резака возьму. Резака возьму, потому что это будут халявные роллы. Ну, раз пришел, почему бы и нет. Кстати, Хусика просто забодал. Так, поехали дальше. Так, вот так делаем. Сюда. И это сюда. И это сюда. Отлично. Так, вот это мы делаем. Не, подожди, надо немножко паролить вообще. Так, 1 БХ, 3 монетки получил. Окей. О, вот это жир. Я, если что, окуплю все эти. Все эти вложения, которые я сейчас трачу, я 100% окуплю с помощью БХ. То есть то, что я сейчас выхожу из инкама, это вообще плевать. Почему я говорю, что мне нужна будет комбинация Грим, Тинкер и ШД? Кто вдруг не знает, когда ШД атакует цель, то есть ту цель, которую он выбирает первой тычкой, на того он накидывает свое проклятие. И это стакается на чернила Гримтача. То есть все, кто находится будут под чернилами, тот, соответственно, тоже получит этот дебаф проклятия. Жестко? Я считаю, да. Вообще, в идеале бы еще и агра себе собрать. Это прям было бы топчик. Но мне его тупо некуда сейчас ставить. Тупо некуда. Так, ШД, хорошо. Так, все БХ у меня получили по монетке. Сейчас поставлю себе ШД, пусть будет. Хотя ШД всего лишь 2 звезды. Так ли это хочется? О-хо-хо-хо-хо-хо. Так, а что мы делаем? Ну, давай БХ, короче, апаю, и за него 5 монет получу сразу. Потому что на мобах не факт, чтобы я получил 3 монетки. Хотя надо было попробовать, да, поспешил. Поспешил я, короче, немного. Надо было этого не делать. Надо было сначала БХ двухзвездочного выставить, получить за это 3 монетки, потом уже апнуть себе БХ в 3 звезды и получить за него 5 монеток. Ну, короче, я сделал ошибку. Ну, я поспешил, давай.
Не обессудьте, бывает. Немножечко, знаете, в своих мыслях летал, и пока я тут озвучивал свою мысль, по итогу сделал ошибку. Да. Я на самом деле не хотел шапку. Я хотел себе немножко другой предмет. Ну, что было, то было. Что было, то было. Друид не идет. Я сейчас сначала ШД себе соберу в 3 звезды, а потом дальше пойду в уровень. Я на самом деле хотел, чтобы не упал плащ-пальто 2-го тира, что было бы неплохо. Либо жетон отступника. Жетон отступника вообще имбовый предмет. Поэтому я бы с удовольствием взял бы себе жетон отступника. Так, еще мана плюс 50% регена. Спасибо, конечно, но не надо было. Ладно. Палку на скорость атаки тоже перекину сейчас в БХ. О, тебя еще тут не хватало. Антимага нашел. Что вы понимали, весь мой 3-звездочный стол законтрит вот это вот одно тело, которое будет меня своим антимагом пинать просто в лицо. Он такой дэнс устроит на моем лице, что ну его в баню. Боже, там чела порвала. Или я не знаю. Ему весело. Ля, ну вот. Марси просто с хорошими шмотками. Это, прикиньте, еще у него шмотка 1-го тира не на минус броню. Если бы у него еще и шмотка была на минус броню, было бы вообще людь. Я его, кстати, гримтачем забодал. Сильно. Метовая Марси, что вы хотели? На самом деле, блин, я давно не говорил, но давайте так, сыграем с вами в игру. Сейчас ролик поставите на паузу, напишите в комментариях, сколько в игре по итогу будет метовых сборок в плане инсеков и Марсе. Это вот такая вот игра. Просто напишите количество. 2 человека, 3 человека. Я тут вижу уже мою сборку стырили. И вижу то, что здесь двое собирают себе эльфов через Кири Марси. Угу. Ну, мета, что я хотел. Мета. Вообще я удивлен, что я только что эту Марси забрал. Но вы сами видели, в 2 звезды, почти с идеальными предметами, можно это так сказать, она развалила весь мой стол. А стол у меня, извините, огромный. 3-звездочный огромный стол. Там урона тонна, конечно. Ну что, сейчас ШД соберу в 3 звезды. Станет намного проще играть. Спасибо за друида. Спасибо. Просто плюс монетка сюда, плюс монетка сейчас еще будет. Так, Бейна надо собрать. В принципе, на самом деле, под гримом можно еще и Бейна собрать. Бейн, в принципе, будет контролить 4 цели, если, конечно, туда, куда надо, закастует. Так, сюда. Хотя, ладно, Бейна, короче, не буду собирать. Так, сюда еще. Реализую инвестиции в лучшее будущее, если что, ребятки. Инвестиция в лучшее будущее реализовывается. Фуру продал. Не нужен он пока что. У меня еще БХ сейчас криво кастует свои сюрикены. Если бы он правильно кастовал свои сюрикены, цены бы ему не было. Воинов там собирают, как я сказал. Это ту сборку, которую я хотел собрать. Причем 2 воина, по-моему, собирается, да? Сейчас. Ща. Подождите, у меня тут есть дела поважнее. Мне нужно понаблюдать за моим противником. Через гиду, походу, тоже будет играть. Так, опять инча. Сюда ее берем. Ребят, тоже, если вы берете жезл Киры, то обязательно берите себе какого-либо друида, чтобы вы могли вот так вот инчу обузить. То есть, как все происходит? Вы берете инчу, и вот так вот ее апаете в 2 звезды и продаете. Плюс 1 монетку получаете. То есть, это экономика хорошая становится у вас. Сюда. Вот это я понимаю подгон. Еще из инкама выйду. Я из инкама сейчас вышел по той же причине, что у меня огромное усиление сейчас пришло. У меня грим в 3 звезды, ШД в 3 звезды. У меня в целом все в 3 звезды. Обалдеть. Так может сыграем через гоблинов древних? Если еще и Кирасу найду, то в принципе меня Марси не сможет забрать. Так вот. Сейчас, короче, ШД будет давать тычку под чернила Гримтача, и там урона будет тонна. Он просто 3900 урона, как с куста. Сильно? Я считаю, очень сильно. Не то, чтобы сильно. Как там говорится? Не то, чтобы вкусно, но по сути вкусно. Вот так же само тоже. Не то, чтобы сильно, но по сути сильно. Не, на самом деле, типа, надо убрать фишку, что когда ШД дает тычку по чернилам Гринтача, то проклятие делится на все задетые фигуры с чернилами. Вот эту вот фишку надо убрать. Это слишком сильно. Для однозвездочной фигуры вносить такой импакт
Это прям чересчур. Я, кстати, кто вдруг не был в предыдущем ролике, то я говорил то, что был скрытый нерв шапки первого тира, теперь это шапка второго тира. На секундочку. Я когда увидел, что шапка второго тира стала, я немножечко приохренел, скажем так, потому что в патчноуте не было об этом ни слова. То есть, когда вот был анонс, не было ни слова. Там, кстати, если что, в своем телеграм-канале я выложил скрины с анонсом патча. С новым героем, все такое. Там типа анонс патча есть. Вот. Боже, как там чела порвало. Да. Кстати, не знаю, я хочу на самом деле взять мастерскую бума, но мне хочется попробовать еще зарандомить реликвию, чтобы, может быть, упадет хаотичный договор. Но я не стал сейчас этого делать чисто из-за того, что ну, вот я сейчас нажму рандом, а мне упадет какая-то шляпа. И зачем мне эта шляпа? А мастерская бума, в принципе, полезная реликвия. Я сейчас, кстати, если что, смотрю на своего противника, чтобы посмотреть, где у него антимаг стоит. И у него антимаг зеркальный стоит сейчас под моего гримтача. И вот антимаг присосется к гримтачу, мне только это будет в радость, потому что он ничего не сделает по итогу. А так, если антимаг присосется к одному из героев с маной, то помянем. Помянем. Эльфы метовые собираются. Да, 2 эльфа метовых. Я надеюсь, я их выкину, потому что против метовой Марси, конечно, играть, ну, такое себе. Ну, просто понимаете, у этой Марси множество вариантов развития событий. Он может поставить себе 4 морских, 4 духа, 4 кунг-фу и кайфовать. Может поставить себе 4 кунг-фу, 6 эльфов и что-то там докинуть еще сверху. Вот просто вот посмотрите, сколько урона вносит двухзвездочная Марси. А, ладно, не смотрите. На самом деле, я хочу сейчас найти посох 3-го тира. Походу, воины отменяются, ребят. Я буду играть, наверное, сейчас так. Гоблины, древние. А дальше посмотрим. Может, придется тоже перестроиться. Но предметы, конечно, у этой Марси прям зачетные. У второй Марси так себе, а у той Марси прям зачетные. У него еще 2 Марси. В 2 звезды. Короче, будет тяжело. Против метовой Марси. Но по-любому придумаем что-нибудь против нее. Надеюсь, мне еще и по предметам повезет. Повезет по предметам, то я его задушу. Но, по-моему, ему сейчас хорошо везет предметами. Там у него одной Марси сейчас не хватает, прикиньте. Тупо одной Марси ему не хватает, чтобы ее сделать в 3 звезды. Если он ее сделает рано в 3 звезды, это будет печально. А, кстати, здорово. Антимаг присосался сейчас к герою без маны. Импакта 0. Бывает. На самом деле, у меня весь стол в 3 звезды, я довольно-таки неплохо сношу табло. Чисто по минус 18 накидываю. Но это сильно. Воин меня вообще не радует. Не дай бог, берсерка себе соберет раннего. Да в целом. Не дай бог, что он еще сейчас шарбезный Кирасу найдет. Тогда будет минимум удовольствия. Да. Я, наверное, Тинкера в угол поставлю. Хотя, если его поставлю в угол, не будет так мана регениться, как сейчас. Да. Удивительно, что здесь никто не собирает инсеков. Это удивительно. Но, по идее, должен был кто-то собрать инсеков. Как минимум, китаец есть. А вот, кстати, 9 воинов. Только не бей. Только не бей! Просто 5300 урона. ШД, который стоит... О, да. Вот вам, ребята, и реализация героя. На 200%. На самом деле он в Хускара найдет себе Кирасу и игра заиграет совершенно иными красками. И если еще и предмет 3-го тира упадет щит, который дает броню и блокирование, то вообще забейте, там будет ультра много урона у него. Сердечки пока что экономить буду. А вот предмет 3-го тира я хочу попробовать поискать. Мне нужен посох.
Кровь из носа, необходим посох. Ролить или не ролить? Или подождать? А, понял. Хейтер. Хейтер попался. Ну, если сейчас накажем хейтера, будет вообще замечательно. Надеюсь, этот хейтер даже в топ-3 не зайдет. А я-то думаю, что он такой общительный? А вот почему. 8500 урона, ребят, на секундочку. Хочу акцентировать ваше внимание. У данного героя. Да. А я-то думаю, что он такой общительный? А вон он что оказывается. Там немножечко человек, который не дорос. Да. Ну, бывает, бывает. Ничего страшного. На них обращать внимание нет смысла. И, ребят, я тоже вам рекомендую, если что, на таких типочков не обращать внимания, потому что... Потому что вот будет вам приходить посох 3-го тира с 1-го ролла. Если сейчас мне еще и пойдет мифриловый доспех, то это просто помянем. Помянем молодых, развалим их. Но там, правда, конечно, довольно-таки сильный эльф все-таки. Если он на Марсе и дальше будет играть, а он и будет играть, а там и перестроиться, и достроиться, короче, будет тяжело, тяжело. Но то, что мне посох 3-го тира упал, это прям вообще зачет. И еще и наследие духа огня берем. Почему я беру наследие духа огня? Во-первых, у меня посох 3-го тира, это раз. Да, он не будет стакаться, когда, соответственно... будет перерождаться, но этот посох 3-го тира после перерождения еще будет работать. То есть увеличенный урон от ракет будет. А так как у Тинкера минимальная КД на его ракетках, ну, я думаю, вы тут сами прекрасно понимаете. Думаю, можете сообразить, что к чему. Что к чему. Так вот, не обращайте никогда внимания на таких людей. Все. Это моя вам рекомендация. Нервы будут целее. А те люди, которые вот это вот написывают в чат, они пытаются самоутвердиться за экраном. Вот и все. Просто люди не выросли. В одном месте детство играет. Чатовые баталии устраивают. Вот и все, в принципе. Ой, там антимагл 2 звезды собрали. Но на самом деле там у чувака осталось 2 хп. Сейчас посмотрим, что с ним будет. Вылетит ли он вообще, потому что он там попался против Марси. Посох-то стакается потихонечку. Один человек уже вылетел. Тот рогалик, кстати, на которого наезжали, на секундочку. Не знаю, надо предмет 5-го тира искать, но мне хочется мифриловый доспех найти. Это критически важный предмет сейчас для меня. Да. Ну ладно. Мифриловый доспех я хочу найти, потому что там есть дум вражеский, видите? И этот дум может мне всю малину испортить. Это печально. Кстати, там второй эльф, по-моему, проиграл. Прикол. Да, я думаю, Марси. А вот не играл бы на мете. Марси бы шла только так. А так ты играешь на мете, поэтому Марси тебе не идет. А задумайся, задумайся. Блин, на самом деле так хорошо игра пошла, аж не верится. Сейчас, кстати, Бэйна поставлю. Чтобы Бэйн под грима накидывал свой контроль. Тоже неплохо будет. Бэмс! Боже, как я его сжег. 5000 урона. От ШД. А вот, кстати, ребята, ну-ка напишите мне в комментариях, пожалуйста, кто проверял, может быть, потому что я эту тему не проверял. Я эту тему не проверял. Там, кстати, эльф, который играет через антимагов 2 звезды, он нормально себя чувствует. Я, кстати, хочу, наверное, взять обезоружь себе сейчас. Как раз будет против Марси вдруг чего. Хотя там есть тренд в 3 звезды. Дебаф на безоружь не будет лететь в Марсе. Только если там Марси будет с предметами на урон. Тогда безоружь будет лететь. Но я думаю, все-таки взять обезоружь. Там, кстати, предметы на урон закидывают в Марсе. Ну, я возьму предметы на безоружь. Это плюс уклонение. Все-таки безоружь на 6 секунд. Ну, это хороший предмет. Просто отличный предмет против вражеского сильного керри. Что у тебя тут?
Так, у тебя расстановка с этой стороны, поэтому мы делаем красиво, делаем вот так. Просто ставим зеркально челов без маны. Все. Тупо зеркально, ничего больше не придумаем. Тупо зеркально ставим от его антимага. Под его антимага ставим гримтача. Всех, кто, короче, без маны. И все. И кайфуем. Кайфуем, чилим, наслаждаемся жизнью. Почти воина. Ну да, он тут даже расстановку не меняет. А я под него, соответственно, поставлю героя без маны. Это чтоб он не расслаблял свои булочки, так сказать. Я что-то еще хотел сказать. Я же говорил по поводу того, кто тестировал, кто не тестировал. Ребят, кто тестировал? Если в ШД закинуть посох 3-го тира на его проклятие, урон увеличивается магический, который наносится в его проклятие, или нет? Вот маякните мне, пожалуйста, в комментариях, потому что я не проверял. По-моему, не увеличивается. Если бы увеличивалось, это было бы вообще жестко. Хотя, на самом деле, я думаю, увеличивается. Просто 6000 урона. Так прикол в том, что у меня сейчас ШД накинет на Хускара свой дебаф, и Хускар своим регеном будет хилить моих. Жестко? Да, жестко. На самом деле, мало кто за это забыл. Мало кто на это акцент делает. Там чел просто с антимагом 2 звезды разорвал. Вырвался с 2 хп. Короче, сделаем вот так. Бруду поставим сейчас. Бруда дает тычку. Короче, в ту цель, которую она атакует, она сразу кастует свою паутинку. И, соответственно, в этой паутинке он не может двигаться. И там много-много мясов. Много. Так, сейчас вот так делаем, потому что там чел снова расстановку поменял. Для меня это плохие новости, поэтому надо будет делать расстановку постоянно. Но меня тут опасает то, что там есть Doom. Это очень опасно. Для меня это ультра опасно даже. Если Doom прилетит в моего Тинкера, то там забей. Пожалуйста, только не в Тинкера. Кстати, ШД не накинул сейчас свой дебаф под грима. По-моему, плевать как-то, да? Или нет? Или да? Да, плевать. Все, отлично. Отличненько. Отличненько. Просто Марси 14 тысяч урона на секундочку. А чё у Марси такой урон? 15-100 урона. Чем она дамажила? А, у нее ж молнии, точно. Что-то я затупил маленько. Ну ладно. Блин, да там чел антимагом просто его душит. Нормас, нормас. Чисто битва эльфов у них. Но там у него Марси, кстати, уже с Кирасой. Кираса хороший предмет под Марси. Он просто потом себе поставит себе гритеров, поставит себе маску 5-го тира, все предметы на урон и все, и забей. Там развал. Трещать по швам будет все. У него еще и жетон отступника, кстати, к слову. А жетон отступника дает плюс 50% урона по той же расе, либо классу. Это прям вообще топчик. Так, я о чем-то говорил. О чем-то говорил. Вот не люблю, когда, знаете, вот у меня эмоция поверх моей мысли идет. Из-за того, что у меня идет эмоция поверх моей мысли, я потом теряюсь и не помню, что я рассказывал. Вот не то, что не помню, тупо из головы вылетает. Ну, короче, не помню. Ну, не то, чтобы не помню, но типа не помню. Спасибо, кстати, за блокировку синергии. Я, кстати, знаете, кого заблокирую? Может, воинов заблокировать? Поехали. Я уже не буду играть через воинов. Там есть чел, который играет через воинов. Там есть Кираса. А если я не найду Кирасу, то забей. А у меня такой, в принципе, неплохой старт. Поэтому, знаете, гоблины древние — наше все. Поэтому будем играть на гоблинах древних. Сейчас бы вот этого типа, конечно, выкинуть с антимагом. Он его в 3 звезды-то не соберет. Но он все равно опасен. Но чисто чел на 2 хп живет. Сейчас я к нему приду, и он будет расстроенный мальчик. Не, ну мне на самом деле очень хорошо пришло. Опа. А вот это очень плохо. А это не есть хорошо. Там теперь огромная Марси. Что с ней делать, так и непонятно. Но мне... А, ну подожди, у нее может обезоружь будет лететь.
Хотя в нее не то, чтобы может лететь, а 100% будет лететь, да? Да, отлично. А знаете почему? Потому что у него урон сейчас выше с руки, нежели у Трентухи. А, ну мне тут прилетел Дум, поэтому забейте. Меня вынесли. К сожалению, меня здесь вынесли. Там Марси с критами. С исключением синергии. Самое, знаете, то, что обидно? То, что я ему отдал винстрик. Который чел играет на метовой Марсе. Вот это вот обидно. Просто один Дум сейчас порешал все. Ладно, план таков. Смотрите. Можно, конечно, поставить себе древних. Что, думаю, будет неплохо. Да? Можно. Но, скорее всего, мне лучше поставить будет древних. Ой, древних. Горн. Горн. В голове Горн. В мыслях Горн. А на языке древние. Сильно? Я считаю, очень сильно. Чел тупо там Марси в 2 звезды. Сидит, кайфует. Бэмс. Смотрите, что сейчас будет. Бэмс. Че, кстати, одет хил от скилла ШД? Сейчас не понял. Что-то не понял. Так, минус чел. Хорошо. Хорошо. Инвокер. Сюда. Так, чел на антимаге вылетел. Окей. Блин, ну надо зарандомить себе все-таки мифриловый доспех. Хотя нет. Я хочу этот предмет 5-го тира поискать. Кираса. Кираса, в принципе, зайдет против Марса. Я пожить могу. Щит 5-го тира не так сильно зайдет. А вот Кираса, на самом деле, мне очень хорошо поможет. Поставим себе 6 гоблинов. Поставим себе Горн. А древних уберем. Ну, Горн сейчас пока не буду ставить. Попозже поставлю. Пока не вижу в нем особого смысла. Так, сюда. Хорошо. Все, в принципе. Насколько мне вообще нужен Рики в этой игре? На самом деле я не особо вижу прок от Рики. Да, нормальный урон, конечно, от ШД в 3 звезд. Тут я тоже, кстати, Марси вынес. Но это из-за того, что у меня Кираса и у меня баф гоблинов. У меня миллион брони. Я кайфую. Кайфую и наслаждаюсь жизнью. Так, чел там проиграл немного. Ну, это немножко он проиграл. У меня еще алхим минус броню накидывают. Сейчас будем смотреть. Так, Рики мне не нужен. От него проку 0. Вообще, в идеале бы мне, конечно, и инвокера поставить сверху. Только мне нужен рок войны. Рок войны, чтобы когда он форжей спамил, форжей очень быстро били. Там бессмертие еще. Боже, какие у тебя хорошие предметы там. Знаете, в чем будет рофл? Если он сейчас на 35-м раунде находит себе БКБ и находит себе маску 5-го тира. Вот эти два предмета, это просто развал будет. Он щит 5-го тира нашел, что тоже, кстати, очень неприятно. Слишком много урона может не вернуть. Так, а безоруш отлично у него прилетел. Ух, какой. Как больно. Больно! Больно в ноге. Так-то. Не, ну у него хорошие предметы, очень хорошие. Тут как бы не дать не взять, ничего даже не сказать. Чат, щит 5-го тира довольно-таки сильный. Против ракеток Тинкера прям нормально залетает, кстати. Хан пришел. Так мы сейчас поставим себе полный горн. И если там чел себе не поставит этих гритеров, то ему торба. То там все, там забей. Я очень надеюсь, что ему сейчас ничего из 4-го тира такого не упадет полезного. Надеюсь, какая-то хрень ему упадет. Там, не знаю, цепочка 4-го тира упадет.
Но предметы у него хорошие. И ему сейчас для полного комплекта, для полного счастья не хватает только БКБ и маски 5-го тира. Ему даже тот предмет щит 5-го тира не нужен. Ну, даже настолько вот все было бы у него хорошо под БКБ. То у него, в принципе, и сейчас все хорошо. Он такой заряженный. Ля, как наваливает. Так, убить заблокирую. Воинов верну пока что. Может, поставлю себе горно. Так, смотрите, есть арчит. Это плохо. Арчит брать нельзя. Башер. О, беру догон. Сейчас объясню, почему я взял догон. Почему именно такое решение, не какое-то другое. В общем, объясняю сразу. Почему догон? Догон может нанести не 800 магического урона, а 2400, потому что у меня есть посох 3-го тира. Это раз. Во-вторых, у паренька там есть щит 5-го тира. Догон может, конечно, мне вернуться в обратку, да, но если не вернется, я ему прям хорошую увесистую тычку закину. А если я возьму арчит, то с арчидом он меня порвет, потому что арчит будет возвращаться мне, дай бог. Не дай бог, конечно, но будет дай бог. Сейчас предметы 5-го тира я не особо хочу искать. Сейчас еще и расстановку поменяют штук. Бэмс. Там он Рики, кстати, ставит. Вот тоже, насколько на Марсе легко играть, что у тебя тупо так развязаны руки в сборке. Вот сейчас он тупо может поставить себе гритеров и кайфовать. Никакой контроль ему, как бы... Он маску 5-го тира нашел. Да, вот тебе и Марси. Фартануло так фартануло, челу. Вопросов не имею. Щи с башером 4-го тира. Не, надо по-любому оставить себе Горн. Если я хочу здесь попробовать хоть как-то победить. Горн немного времени потянет. Гребаный башер. Еще и Омника бы поставить, вообще было бы замечательно. Сейчас 80-й, тогда поролимся. Мне до 10-го там слезы остались, по сути. Не знаю, от древних сейчас вообще нет смысла, как по мне. Они бестолковые, эти древние. Горн. Хорошо. Так не хочется терять себе баф гоблинов, потому что баф гоблинов дает броню, а броня под керасы довольно-таки высокая. Так не хочется. Да. Фулл Горн ко мне не пришел. К сожалению. Надеюсь, конечно, Дум в Тинкера сейчас лететь не будет. Иначе будет печально. Ладно, даже если Дум у меня не будет лететь, будет и так печально. Надо Горн ставить, без Горна туго. И желательно полный Горн поставить. Поставлю полный Горн, станет намного проще, потому что там есть вероятность, что сработает и стан после использования его способностей, ну и, соответственно, безруж. Какой-никакой. Так, хорошо, бессмертие я ему выбил, но мне сейчас башер в табло прилетит, да? Поможет ли мне чем-то Тайд? Ну, мы, в принципе, можем убрать гоблинов. Я просто не чувствую особого проку от гоблинов сейчас. Сейчас самое главное, кстати, Тинкера убрать. Потому что если сейчас Тинкера не уберу, то будет торба. Он своим Рики накроет моего Тинкера. Не успел отпустить. Сейчас нужно кровь из носа найти убийца Горна. Как только найду убийцу Горна, станет проще жить.
Да отцепись, нет, 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 не бей мы в Марсе. Хекс, хренекс, понял. Перчатка 4-5 тира, спасибо, на чистый урон. В ШД пойдет, пусть ШД весь чистый урон наносит. Это ж вообще людь будет, кстати. Кстати, его вынес. Да! Просто на все хп ему только чтоб засандалил между глаз. Хо! Метовая Марси была наказана. А нечего играть на мете. Так будет с каждым, кто будет играть на мете. Просто тинкером задушил. Жестко. На самом деле он мог меня выиграть. Ему тупо надо было поставить гритеров. Я бы ничего его Марси не сделал. Горан бы мне не помог бы против этой Марси. Короче, если бы он поставил себе гритеров, то мне было бы, ну, торба. А так как он не поставил себе гритеров, торба произошла ему. Все. Я доволен. Марси наказана. Я не сыграл на воинах, поэтому немножко недоволен. Но, в принципе, получилось даже лучше. И необычно. Свежо как-то, да? Мне понравилось. В общем, ребят, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто еще не подписан. А если ты еще не подписан на мой телеграм-канал, то время подписаться. Ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.